Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам о янтарной кислоте и не буду первым, кто это уже сделал на ютубе, рассказывая и показывая о успешном применении янтарной кислоты на своих орхидеях. Но я вам сегодня расскажу о нескольких интересных фактах о янтарной кислоте, которые многие из вас наверняка не знают. Плюс пару слов расскажу о том, как и почему благотворно влияет янтарная кислота на нас с вами, любимых, на человека. И, естественно, покажу, как, зачем, почему и сколько применять янтарной кислоты для наших с вами орхидей. И чтобы понимать, что это за чудо-вещество, которое не только так эффективно стимулирует рост корней у орхидей, но и благотворно влияет на человеческий организм, расскажу несколько интересных фактов о янтарной кислоте. Знаете ли вы, что уже многие миллионы лет янтарная кислота принимает участие в метаболизме? Кто не знает, что это такое метаболизм, это обмен веществ во всех живых организмах и человека, и животных, и растений, и грибов. А еще янтарная кислота в больших количествах сохранилась до наших дней в виде янтаря, который активно начали добывать еще в 17 веке. И как-то при сухой его перегонке получили один из основных его компонентов – кислоту, которую назвали янтарной. Отсюда это название – янтарная кислота. А что же с кислотой в живых организмах? А то, что в экстремальных условиях любой живой организм начинает синтезировать янтарную кислоту, которая помогает успешно защищаться от неблагоприятных факторов внешней среды. Ну вот, чтобы в двух словах пояснить, что это за кислота в живых организмах, не прибегая к сложным химическим и биологическим терминам, постараюсь объяснить простым языком. Это такой своеобразный продукт, янтарная кислота, который получается в процессе обмена веществ для того, чтобы и дальше принять участие в других химических процессах, происходящих в организмах, связанных с дыханием клеток и выводом или расщеплением побочных продуктов, возникающих при росте, развитии, строительстве, восстановлении клеток любого живого организма на Земле. То есть является таким своеобразным веществом для обмена веществ внутри самих клеток и своеобразным энергетическим субстратом, на котором происходят жизненно важные процессы клеток, в том числе являясь важным элементом иммунитета любого живого организма. Простыми словами говоря, когда в организме где-то возникает проблема, то он дает команду выделять эту кислоту в большем количестве и направляет ее на проблемные участки, на восстановление, на очищение, на рост и так далее и тому подобное. Таким образом, обеспечивая дыхание клеток в части лучшего усвоения кислорода и вывода и расщепления из клеток ненужных продуктов химических реакций. А при чем тут янтарь, вы спросите? Есть исследования, которые были озвучены еще в 2015 году на Международном научном форуме, что примерно 50 миллионов лет назад в результате катаклизмов климатические условия на нашей планете резко поменялись. Деревья тех времен, оказавшись на грани выживания, стали производить в больших количествах янтарную кислоту, которая выделялась в древесную смолу. Другие, более совершенные существа не только синтезировали янтарную кислоту внутри себя, но и восполняли ее дефицит из внешних источников. Вероятно, это и привлекало насекомых и мелких животных тех времен к древесной смоле, некоторые из которых тонули в ней и погибали, а их тела в законсервированном виде сохранились до наших сегодняшних дней в этом янтаре, который является своеобразной, окаменевшей и закристаллизовавшейся янтарной кислотой. Янтарь добывают
перерабатывают и получают кислоту в виде кристаллов, порошка или жидкости, которую можно купить в аптеках в виде таблеток или в садово-цветочных магазинах в виде порошков. Но запасы янтаря не безграничны, и янтарную кислоту уже не добывают из янтаря. Как бы кто ни пытался к янтарной сакральности таблетки из аптеки или порошок из магазина. Еще в прошлом веке ученые научились получать на 100% идентичную янтарную кислоту из малеиновой кислоты или в процессе ферментации глюкозы. Но это и не важно, а важно то, что янтарная кислота, она и в Африке янтарная. Главное, что она задействована в биологических процессах и представляет собой универсальное вещество для внутриклеточного обмена веществ. Во всех живых клетках людей, животных, растений, грибов, бактерий есть особые тельца, в которых образуется янтарная кислота и используется для последующих реакций. И организм, испытывая потребность в янтарной кислоте, начинает ее вырабатывать, например, при стрессах, нагрузках, при различных заболеваниях и неблагоприятных внешних условиях для организма. Кстати, ежедневно наш организм вырабатывает около 200 грамм янтарной кислоты. И здоровому организму вполне достаточно кислоты, которую он вырабатывает сам или получает с пищей. К сожалению, с возрастом или с болезнями, другими внешними условиями у людей и животных, в том числе и у растений, способность организма создавать условия для выработки янтарной кислоты и других веществ уменьшаются, что ведет к естественному старению. Конечно, нельзя сказать, что янтарная кислота в единственном виде является животворящей. Нет. Она является одним из компонентов, которые стимулируют восстановление, рост, развитие и другие жизненно важные процессы клеток на клеточном уровне и, соответственно, организмам, в которых эти клетки находятся. Поэтому мы и наблюдаем эффект при использование янтарной кислоты не только на наших орхидеях в части роста корней, да и вообще роста и развития самих растений в целом, но и когда люди, применяя янтарную кислоту, получают положительные результаты в сохранении кожи, в частичном разглаживании морщинок на лице, улучшении работы головного мозга и практически всех органов человека. Но если именно эта тема будет вам интересна, то на своем втором канале Тройняшкин Папа я вам как-нибудь зимним вечером расскажу подробнее об этом. Напишите, кстати, в комментариях к этому видео, и если будет интересно, поделюсь рецептами и способами применения янтарной кислоты для нас любимых. Но вернемся к орхидеям. И вот, зная все эти свойства про янтарную кислоту, ее успешно можно и нужно применять для наших орхидей. И на примере одной из наших орхидей я расскажу и покажу, как это сделать. Итак, друзья, стимуляцию орхидей янтарной кислотой я буду делать в утренние часы, когда орхидея начинает впитывать влагу при виде первых солнечных лучей, ну или искусственного освещения. И как и говорил в прошлом видео, использовать мы будем янтарную кислоту в порошке, которую купили в сетевом магазине в отделе «Сад-огород». Фасовка нашего порошка 2 грамма. И сразу встает вопрос, как нам простым визуальным методом определить граммовку, необходимую для приготовления раствора, которым мы будем пользоваться для стимулирования орхидей. Тем более, что несколько подобных вопросов прозвучало в комментариях под несколькими видео. Как отмерить? А отмерить есть что? Потому что нам понадобится ровно 1 грамм этого порошка на 1 литр воды. Конечно, можно растворить содержимое этого 2-граммового пакетика в 2 литрах воды и не мучить себя этими измерениями. Но, друзья, мне и самому интересно, сколько же это 1 грамм на внешний вид. Тем более, что в продаже попадаются пакеты с янтарной кислотой в 50 и 100 грамм. А не у всех дома имеются граммовые весы.
Вот сейчас разберемся, сколько это 1 грамм. И для этого нам понадобится 2 ложки. 1 столовая, в которую все содержимое этого пакетика высыпем, и чайная, в которую отсыпем половину из столовой ложки, что и будет равняться 1 грамму. Ну, давайте сейчас мы разрежем этот пакетик. Вот так вот. Содержимое высыпем в ложку. Что-то прям не густо. Кстати, самое время определиться с граммовкой кислоты на объем воды. И я вам не открою Америку, сообщив, что переборщить с янтарной кислотой невозможно. Растение возьмет столько, сколько будет нужно, и янтарная кислота не сжигает корни, ни листья не жгет, и абсолютно никакого вреда растению не наносит. Даже если растение обсыпать этим порошком, максимум, что может произойти, это закисление почвы или грунта от высокой концентрации раствора и частого его применения. В общем, оптимальное соотношение янтарной кислоты и воды – это 1 грамм на литр. Для чего бы вы ее не использовали? Для орхидей, листовой стимуляции или прикорневой, опрыскивания или пролива, замачивания или протирания листьев. Рецепт один. Это 1 грамм янтарной кислоты на 1 литр воды. Все. Просто большая концентрация ведет к большим расходам. Только и всего. Далее нам понадобится стакан, в моем случае граненый, в который мы нальем 200 грамм теплой, не кипятка, а именно теплой воды. Потому что я, например, являюсь сторонником того, что кипятком мы разрушаем кислоту. Это примерно когда чай мы завариваем кипятком и убиваем сразу многие полезные вещества. Вы же знаете, что в Китае чай не заваривают кипятком. Так и янтарную кислоту я не заливаю кипятком. Я растворяю в теплой воде. Вот так буквально пару минут мешаем. И все кристаллики растворяются. Поставим стакан с раствором подальше и пусть он пока подышит. А применять раствор мы будем на наших 2, а не 1 орхидейке, как сказал ранее. А почему, сейчас поясню. Изначально мы поставили ее наращивать корни над водой. И еще через 2-3 недели, когда у этой орхидеи совсем обвянут листья, начнут проклевываться корешки. Я не раз так делал. И ни разу сбоев не было. Но у некоторых наших активных зрителей и подписчиков канала не выдерживают нервы, глядя на свои экспериментальные орхидеи, которые вместе со мной поместили наращивать корни над водой. В нашем случае у орхидеи ботва изначально была крепкая и сочная, поэтому ждать, когда орхидея поймет, что нуждается в корнях, пройдет достаточно продолжительное время, прежде чем она начнет перераспределять питательные и строительные вещества из листьев на выгон и наращивание корней. Чего нельзя сказать про орхидеи зрителей, у которых уже листья поникли, но корни еще не у всех проклюнулись. А в комментариях очень жалобные пишут вопросы, что дальше? Нет сил смотреть на умирающую орхидею. Поэтому для менее стойких орхоманов я покажу на примере этой же орхидеи, как простимулировать ее янтарной кислотой и ускорить процесс корнеобразования. И не ждать, пока она сама это сделает. Ну, начнем. Далее мы эти 200 грамм выливаем в оставшиеся 800 и получаем 1 литр теплого раствора янтарной кислоты. И первый способ стимуляции – замачивания корней. Наливаем в емкость раствор и ставим в нее орхидею так, чтобы все корешки находились в растворе. Такой способ хорош, когда мы пересаживаем, например, растение после покупки или делаем это планово. Точно так же можно, кстати, замачивать орхидею и не вынимая ее из грунта. Для обычного стимулирования
например, осенью или зимой, или когда орхидея просто задумалась на какое-то время и нам нужно ее разбудить. Другой способ стимуляции орхидеи янтарной кислотой – это опрыскать ее раствором по листьям из пульверизатора. Вот таким нехитрым способом в тазике или в ванной, как вам удобно. При этом обрызгать сверху и снизу листья и обязательно не забыть промокнуть точку роста от влаги. Я это делаю туалетной бумагой. Она очень хорошо впитывает воду, а промакиваем мы для того, чтобы серединка орхидеи, или как ее называют, точка роста, не загнила. Ведь в наших домах нет тепловых вентиляторов, которые бы обсушили орхидею от воды, как в природе теплый ветерок после дождя. Поэтому промакиваем туалетной бумагой. Еще можно, если нет пульверизатора, просто ватным диском или мягкой тряпочкой протереть листья раствором сверху и снизу. И тоже не забыть промокнуть серединку туалетной бумагой. После обработки листьев обязательно нужно дать самостоятельно просохнуть раствору на листьях орхидеи. Это для того, чтобы кристаллики янтарной кислоты орхидея втянула в себя. Ну а теперь займемся нашей орхидейной половинкой. Ушки есть, а ножек нет. Пока нет. Ее мы искупаем в растворе. Протрем листья. Прямо всю ее промоем и прополоскаем, промокнем серединку туалетной бумагой. И в первом варианте положим просохнуть, а потом поставим обратно ее над водой и будем ждать результата до следующей обработки. А во втором варианте мы можем на часок поставить ее основание в раствор так, чтобы основание, из которого мы с вами ждем корешки, было погружено в раствор. И вот так она часик может у нас постоять. После чего мы ее достаем, даем орхидейке полежать на столе, просохнуть, а потом снова погрузить ее над водой в емкость и ждать результата до следующей обработки. И тут вы спросите, а как часто можно стимулировать орхидею янтарной кислотой? И биологи уже давно ответили на этот вопрос. 2 недели как раз тот цикл, за который выработанная или дополнительно полученная организмом янтарная кислота находит свое применение в организме. И если обрабатывать чаще и больше, то смысла от этого не будет, потому что растение просто все это не примет. Это будет тратой кислоты, времени и сил, и средств. Поэтому и существует рекомендация обрабатывать и стимулировать растения 1 раз в 2-3 недели. И тут возникает другой вопрос. Мы приготовили литр раствора и не израсходовали его. А можно ли его применить еще раз? Применить-то можно, но жизнь этого раствора закончится на 2-3 сутки в зависимости от температуры и условий. Поэтому его можно смело вылить под дерево во дворе. Вот такие, друзья, способы использования янтарной кислоты на наших орхидейках. Ничего сложного, все очень просто. И самое главное, друзья, какой бы из всех этих способов вы не выбрали для стимуляции орхидеи, все эти способы одинаково эффективны. Поэтому тут вы выбираете, подстраиваетесь для себя, как вам удобнее, как вам интереснее и как вам проще. Вот так. И, друзья, кому было полезно это видео, ставьте лайки. У кого есть какие вопросы, пишите вопросы под этим видео. И, друзья, до встречи в следующем видео. Пока-пока.